Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет новая тематика, и это называется «Звездный час». Я надеюсь, что я это сказала правильно. В чем речь? Мы будем посмотреть раз в месяц звезды. Что есть в новости, того и мы будем посмотреть. В последнее время, сколько я помню, очень много новостей были о Бритни Спирс. Но, как мы все знаем, что ее отец контролировал всю ее жизнь, там 10-15 лет, ну долго, короче. И у нее две сыночки. Они уже взрослые, она уже не оплачивает никакой деньги для отцу своих детей. И после этого, короче, этот отец решил что сделать? Писать книгу, конечно, потому что деньги же надо заработать. И там очень много такой, мне кажется, неприятного информации было про нее. Я считаю, что настоящий человек бы такого не делал. Даже если она больная или не больная, такие вещи не делаются. И посмотрим, в общем, как будет действовать такая книга на Бритни Спирс. Что у нее вообще в жизни происходит сейчас? И какая у нее сейчас энергетика? Потому что многие думают, что она с ума сошла. Многие думают, что она нормальная. Многие думают, что у нее просто много травмы было в жизни. Я ее лично сама не смотрела. И мне кажется, тут мои мнения даже не важно. Просто будем посмотреть, что у нее в жизни сейчас происходит. Какая энергия у нее есть. Так, посмотрим. Бритни Спирс. Но первый карт говорит, конечно, что она очень скучает про семью. Вот именно, мне кажется, тут даже не дело о дети, а именно мама и папа. Мне кажется, она очень часто о них вспоминает. Но что является на ситуация, это дурак. Она понимает, что там пока не будет такой результат, как она захочет. Сколько я знаю, они не общаются сейчас. Но один из сыночки, она там общает. Но она общается с детьми, потому что тут карта солнце. Значит, дети ее искренне любят. Это радует, потому что там отец тоже могут же говорить что угодно. Что мама. Это может являться даже на дети. И она чувствует, что у нее на самом деле очень мало контроля. Реально, как она сама видит сейчас мир, что она как будто одна против всех. Интересно. Но я не вижу, что она одна, потому что говорит, что какой-то мужчина рядом, кстати, богатый мужчина рядом, который ее искренне любит. И это мужчина намного старше ее. Он будет как-то ее помочь в этом ситуации с бывшим. Но с мамой она будет общаться. Вот спустя 2 года я вижу, что с мамой у них наладится отношения. Это я точно вижу. Но вот смотрите, если тут The High Priestess, я не знаю просто как это на русском, и Hanged Man, у меня ощущение, что у нее все-таки с головой не все очень в порядке, там порядок нету. Там есть какой-то психологический действительно проблемы у нее. И следующий год будет у нее самый тяжелый год. И она будет с кем-то еще ругаться, моложе ее, и девушка с темными волосами. Она будет там ругаться. А, кстати, это мужчина, который ее хочет. И хочет ее любить. Он хочет ее обнимать, она хочет ее помочь. Она эту помощь не принимает. Мне кажется, она как-то любит или привыкла, что
любовь должен быть тяжелым. Посмотрим его экс, это же Кевин Федерлайн. Они мало были вместе, сразу она родила для него 2 детей. Посмотрим. Странно, да, потому что я спросила, как эта книга является на нее, и там вообще больше пойдет тема о семье. Мне кажется, там не только проблемы с бывшим, а там еще проблемы с семьей. Она не хочет, чтобы он заработал деньги от нее. Но это и так, мне кажется, без карты тоже ясно. Но он умеет испортить ее работу, ее деньги. Ну, то ли люди будут меньше ее слушать, она же работает тоже от песни. Но ее мама как-то будет ее помочь все-таки в этом ситуации. А как разрулить вот эта ситуация? Ну, он получает, конечно, свой деньги там. Ну, бафос, да, там от этого книга. Но я не вижу, что это будет прямо только держаться. Максимально код, и все забывают про эту книгу. Как там фанатки на этого смотрят? Кстати, по поводу этого книга, я не вижу, что это будет какой-то супер книга, что все хотят это прямо купить. Мне кажется, продажа будет даже меньше, чем он думает. Он, конечно, свой копейка там заработает, но не так. Как он смотрит на Бритни? Но он понимает, что на самом деле у нее очень сильный характер, она очень сильный человек. И ему это не нравится. Но он сломал ее сильно. Но он видит ее только как кошелек. Почему они встретились? Кстати, тут говорят, что это не их судьба была быть вместе, это было их решение. Значит, это не кармическое отношение. Она бы смогла спокойно сделать другой выбор. Но она этого не делала. Посмотрим, как у нее будет жизнь дальше. Как у нее эта жизнь пойдет дальше. И она найдет ли свое счастье или нет. Какое-то время она же даже вышла замуж снова. Там они расстались с этим мужиком. Хоть они долго были вместе. Хоть этот мужчина сейчас молчит. Но там тоже, наверное, какая-то книга потом будет. А посмотрим, как у нее в жизни будет дальше. Какая энергетика у нее рядом будет в течение 2 года. В психологическом плане ухудшится ситуация. Значит, вот эти странные видео, которые вы в Инстаграм видите, их будет еще больше. Вот помощь, вот люди предлагают ей помощь. Но она эту помощь не видит или не хочет. Она не видит, что у нее проблем. Она ищет себе отношения, но она влюбляется очень быстро. И говорит, что она выбирает сама неправильные люди рядом. Вот кто-то из ее близкий круг, мне кажется, это не сестра ее, это какая-то подруга, будет ее еще предать, наверное, это правильное слово, как нож в спине. И от этого будет тоже огромные новости. Но, короче, сколько я могу сказать, у нее на самом деле есть настоящие люди рядом, которые хотели ее помочь, а она эту помощь не хочет. И она выбирает все-таки рядом неправильные люди. Значит, у нее было бы шанс это изменить. Но следующий год она будет очень много путешествовать. Она будет на дорогу много, летать много. А так, с сынами, там сильные проблемы не вижу. Я думаю, это хорошо. А так, к сожалению, но такой настоящей любви в течение 3 года я у нее не вижу. Хоть там есть человек рядом, который бы хотел ее помочь. Но значит, она не живет по сердцу, она живет через голову. Ну, потому что у нее там
порядок нету, будет неправильный выбор в жизни. К сожалению, тут никакой изменений я не вижу у нее. Но я думаю, тут самое главное, что дети там рядом будут, дети ее все-таки искренне любят. Но хоть один из детей, мне кажется, это старший сын, который все-таки будет рядом искренне от всех. А так все потихонечку, к сожалению, у него пойдет еще вниз. Еще, что я хотела посмотреть, вы, наверное, слышали о Чарли Кирк. Мне кажется, до его смерти мало кто про него вообще-то что-то знал. Когда его убили, потому что он, по-моему, сколько я знаю, работал с Дональдом Трампом. И его стреляли месяц-два назад. И на него место появилась его жена. Она сейчас очень прямо такая сильная. Ее зовут Эрика. Она хочет там все сделать, что он не успел сделать. Сильная женщина, конечно, потому что у нее 2 маленьких детей. В первую очередь, что я хочу посмотреть, было ли вообще-то его время умирать? Была это вообще его судьба, умирать рано? Чарли Кирк. Такой симпатичный был парень, конечно. Мне понравилось, я там смотрела несколько видео, мне очень понравилось, что он там говорил очень много о правду. Если вы не знаете про него, посмотрите его имя, Чарли Кирк, как он смотрит дети, как он смотрит на женщину, его взгляд на жизнь. Вот мне это понравилось очень. Угу. 50, 15, 25, 30, 40. Но я думаю, что он умер раньше, чем он должен был умирать. Он бы смог еще как минимум 10 лет жить. Но у него смерть была бы рано в любом случае. И очень резкий смерть. Значит, у него все-таки такая позиция была, что у него постоянно было опасности. Даже если он бы выжил этот момент, когда его стреляли, он бы через 10 лет был бы в опасности в любом случае. Поэтому... Ну, а тут кармические карты. Judgment карт. Для меня, я это считаю как карма. Это мне говорит, что все, что у него в жизни случилось, там очень много является как карма. Это связи от прошлой жизни. И у него жизнь бы заканчивалась в любом случае рано. Но опасности и сейчас было бы, но более серьезно, конечно, спустя 10 лет. Но, по моему мнению, 10 лет раньше. Кстати, когда человек не живет свою жизнь и начинает спешать очень сильно, человек может умирать раньше, до своей смерти. Поэтому я вам тоже очень советую, живите спокойно, не спешите, правильно, наверное, сказала, и делайте только того, что вы реально хотите сделать. Не живите для кого-то, для какой-то идеал. Не пытайтесь изменить мир, начинайте от себя. Вот если мы начинаем от себя, мы можем только тогда свой максимум использовать от себя. Это я пытаюсь вам... как вам это объяснить тогда? Русский язык, а? Очень многие просто от меня спрашивают, какой у меня цель в этом жизни? Для чего я живу? И на самом деле ответ очень простой. Ты живешь для себя, не для других. Ты не родилась в этот мир, чтобы сослужить другие. Всегда в первую очередь думай о себе. Думай, что ты хочешь, какие мечты у тебя есть. Потому что как ты довольна сама, ты любишь себя, тогда ты можешь на самом деле потом намного больше людей помочь.
всегда думай о себе. И мне кажется, вот когда у него появилась эта известность, где-то он вот этот цел потерял. Он начинал жить уже для идеологии, как все должны жить. И он создавал себе эту опасность сам. Не надо было так глубоко идти, и не надо было пытаться так много менять. У нас все-таки есть свои системы. И лезть везде не стоит. Посмотрим, что будет с Эриком. Потому что она взяла, на самом деле, роль мужчина. Как мы сейчас тоже видим ее, она постоянно теперь носит брюки. Раньше она была в платьях, все время такая женственная. Сейчас у нее такой мощный сил появилась. И мне иногда, вот когда я на нее смотрю, у меня есть ощущение, как будто иногда она думает, что она это он. Она так сильно чувствует ее энергетику. Но я что заметила, вот когда он умер, в следующие там дни она очень быстро начала говорить о него в прошлом. Знаешь, когда человек умирает, тебе обычно надо время, чтобы привыкать, что человека нету. А она сразу начала говорить о прошлом. Как он жил, как он был. Для меня это казалось странно. Мне кажется, где-то они это обсуждали, и они знали, что есть такой шанс, что его убирают. Она где-то внутри, глубоко внутри, она была готова к этому, и он был готов к этому. А посмотрим, как это к Эрику пойдет, и что у нее в течение 3 года будет. Сейчас она хочет заработать, она хочет, чтобы ее видели. Деньги там главное тоже. У нее очень много разные шансы сейчас. Но там очень важно, что она тоже не спешила очень сильно, что она сделала все шаги очень спокойно. Но мне кажется, после его смерти она начала очень быстро двигаться. Ей надо, мне кажется, чуть-чуть остановиться. Угу. Тут уже видно, что он умер. У нее есть этот процесс сейчас. Но все эти проблемы, которые у них были, у нее появятся снова. Мне кажется, она возьмет себя рядом. Я думаю, она достаточно быстро найдет себе нового мужчину. И у этого мужчины будет очень похожая роль, как у мужчины, который умер. Угу. Она будет очень известная. Очень известная. Она прямо могут даже идти в роль президента. Но пока, конечно, она одна. Ну, понятно, там мало времени прошло еще. Но появится мужчина постарше, и она найдет еще настоящую любовь. Но на нее тоже, кстати, опасность есть. И опасность есть следующий год. А говорит, что это не по судьба или по судьбе у нее эта опасность. Она создает тоже сама эту опасность от себя. Она тоже идет слишком сильно в этот роль. Значит, у нее, потому что тут Wheel of Fortune, это, я не знаю, как это по-русски, но это для меня эта карта говорит о том, что у нее есть выбор сейчас. Это не ее судьба идти хоть ту роль президента, она сама это выбирает. И это очень тяжелый путь будет, и там очень много опасностей, но это ее выбор будет. А и выбор мужчины она тоже быстро делает, кстати. В течение 2 года точно. Но у нее очень большой успех будет, но по моему мнению, ей надо было делать после его смерти 2 шага назад, чтобы понять, что случилось и почему случилось. Взять себе как минимум год, чтобы быть с детьми. Но она сразу пошла на работе и взяла всю его энергию и начала жить в этом. Вот это ее огромная ошибка. Потому что
создает себе такую же опасность. Ну, у нее еще есть время. Я надеюсь, что у нее появится еще разум думать о детях. Потому что тут очень много пентаклей. А пентакли всегда говорят о деньги. Мне кажется, она видела просто вот эти очень богатые люди, очень известные люди. И где-то она потерялась в этом. Жалко, конечно, потому что молодая девушка, мать еще. И лучше было, наверное, просто жить спокойно с детьми. Но это, конечно, ее выбор. Желаю ее в этом, конечно, удачи. И последняя тематика, что я хочу посмотреть, это Меган Маркл и Харри. Но все, наверное, знают, кто принц Харри и Меган Маркл, потому что многие говорят, что ой, они разошлись, ой, они живут отдельно, а может быть у них еще дети появятся. Короче, никто там не понимает, там настоящая любовь, они вместе, они действительно любят друг друга или нет. Будем посмотреть, как у них там дела, потому что в Англию их никто видеть не хочет. В Америке у них тоже тяжело. Посмотрим вначале, как они смотрят на друг друга. Они реальные партнеры или это просто партнеры для денег, для известности? Принц Харри и Меган. Но тут, конечно, первая карта говорит о Меган и говорит тоже о пентакл, о деньги. Ей очень важно это деньги, но в то же самое время она очень добрая. Мне кажется, вот так как о нее пишут, очень много там неправильного информации. У нее очень добрая душа, и, кстати, она на самом деле очень много это денег, которые она заработает, еще даст. Поэтому тут я не могу против ее ничего сказать. Да, ей деньги важно, но ей важно еще бедной помочь. Но тоже говорит, как у Эрика, видишь, она тоже слишком много спешит и делает. Вот, мне кажется, она очень эмоциональная. Она иногда решает от эмоций. Она делает и тогда думает. И из-за этого очень много решений будет работать против ее, а не наоборот. Но у нее хоть рядом как фигура мама или там хорошая подруга, которая ее поддерживает, она чувствует любви, она чувствует защиту. Хоть у нее, сколько я знаю, с отцом не очень хорошие отношения, но она, хоть странно, я смотрю сейчас тут отношения, но я тут вижу очень много другого. Это значит, что, может быть, потому что они так долго уже вместе, они не сильно концентрируют на отношения, а большинство времени, когда они вместе, они говорят еще о работе. Они говорят о работе, и она очень много времени еще с подругами или женщинами. Я бы не сказала, что они все время прямо вместе. Но в то же самое время я скажу, что пара не должна быть все время вместе, 24/7. Но пока я не вижу, что они уходят от друг друга. Я вижу, что на самом деле союз крепкая, но люди, которые против их, они могут менять энергию. И от этого у них могут быть дома даже ссоры. Потому что все, что рядом с нами, это тоже могут менять наша энергетика. Мы можем думать, что, ой, они такие известные, наверное, они о себе не считают. Конечно, они считают тоже, они тоже же люди. У нее там какие-то новости будет еще по отцу. Мне кажется, у нее отец умирает скоро. Сколько я знаю, она с отцом не общается. Но в течение 2-3 года там действительно там про отцу нехорошие новости появятся. Будет ли они общаться до смерти отца? Я не вижу. Я не вижу, что она может простить отцу на то, что он сделал. Он тоже попытался заработать деньги. И там начинал давать разные интервью и все. И вот он испортил это отношение. Был ли виноват отец в этом? Я не могу сказать, что отец прямо виноват, но говорит, что
там у него в семье рядом были люди, которые уговаривали его, и он их слушал. Он как такой дурак был, я бы так сказала. Мне от отцу на самом деле жалко. Мне кажется, он это не делал прямо специально, но его уговаривали в этом. А с мамой... И какое-то переживание еще у нее будет по поводу мамы. Мама будет чем-то болеть. Чем-то мама будет болеть, и какое-то переживание будет. И мне кажется, после этого, когда мама чем-то болеет, она начинает очень сильно помочь какой-то, на английском это charity. Но она будет, вот этот болезнь, который у нее будет, там она будет очень активно потом помочь людям, которые болеют так же болезней. Ну, и, наверное, неправильно сказала, но вы понимаете. А так нет, я про нее ничего плохого не могу сказать. Она, кстати, даже очень много и часто поможет люди так, что она даже не говорит об этом. Поэтому, мне кажется, с ней люди, мы должны быть с ней более добрые. На самом деле, она очень добрый человек. Как Гарри смотрит на него? Но Гарри его любит. Гарри его очень любит. У него прямо как... Иногда даже могут чувствовать, как будто он для нее как отец. И очень часто люди думают, что она там что-то решает. А мне кажется, он все-таки главный. И он очень любит дочку. Мне кажется, вот дочка их, вот это прямо сердце прямо отца. А сын это в сторону Меган больше. А как Меган смотрит на Гарри, мне кажется, Меган пытается делать так, чтобы он больше бы работал, и он больше было бы... больше бы давал интервью, больше бы общался с людьми. Мне кажется, он не очень хочет этого сделать, но она как-то пытается держать вот этот звездный час рядом. А так, честно, я ничего плохого там не вижу между ними. Но я, конечно, не вижу, что прямо супер хорошо тоже. Там есть любовь, но они... Вы знаете, вот когда вы 10 почти лет в отношении, уже такой привычка бывает. У них, мне кажется, так же сейчас. Вот они так привыкли, у них комфортно и просто спокойно живут свою жизнь. Есть ли на них опасности? Нет, опасности такие серьезные я у них не вижу. Просто говорят, что в следующий год могут появиться какие-то денежные проблемы. Что-то от них пытаются собрать, или вот это mansion, где они живут, там могут кто-то прийти и что-то воровать. Там могут появиться типа такие проблемы. А так, у Меган вот эти семейные проблемы, это кармические. Мне прямо интересно, у меня телефон с собой, я посмотрю, какой жизненный путь у Меган Маркл. Потому что если это кармическое, обычно люди, которые живут по жизни номер 8, у них очень много кармических отношений. И там могут появиться тогда семейные проблемы. Так, посмотрим, когда она родилась. 4 августа 81. Значит, 4 августа. Угу. Она номер 4. Ну да, но это 4, это, ну она очень женственная, конечно, но номер 4 это очень серьезный, сильный мужской энергетика. Значит, она могут пытаться взять в отношения роль мужчина. Это номер 4. Но она очень справедливый человек. Она хочет все сделать правильно, поэтому я у нее ничего плохого не вижу. Добрый, хороший человек, да, сильный характер. Но мне кажется, они очень подходят друг к другу. У них прекрасная семья, прекрасные 2 детей. И если не смотреть на проблемы у нее с мамой и с папой, у них все хорошо. У меня тут еще мои новые карты. Они скоро будут еще на русском языке. Скоро-скоро, наверное, уже через неделю они будут в продаже. И я хочу взять для каждого человека одну карточку.
для них. Это как совет или предсказание. Мы начали от Britney Spears. Бритни, я вот хочу вот эту сторону сразу посмотреть. Вот это хочу почему-то. Шторм. Но говорит, что да, тяжелое время очень резко появится, но так резко, как они появятся, они так резко и уходят. Что не надо постоянно концентрировать на шторм, вот смотри, что со мной случилось. А думать, что после шторма всегда будет и солнце. И иногда вот этого шторма и вот этого плохого тоже надо, потому что после этого ты начинаешь даже оценивать того, что у тебя было. Мне кажется, Бритни тоже иногда слишком много концентрирует на прошлое и на того, что с ней случилось. Следующий у нас был Эрика. Эрика и Чарли Кирк. Посмотрим на Чарли Кирк. Может, Чарли Кирк хочет что-то передать. Он в мир мертвых сейчас. Если Бог даст такую силу нам. Что он хочет передать на люди, которые живут в Америке? Он же пытался там очень много всего изменить. Говорит время, что времени нету. Люди думают, что время есть, а на самом деле время нету. Наверное, он очень сильно просто переживал, как все ухудшится ситуация в Штатах. И он пытался из-за этого очень много и быстро менять. И он хочет сказать, что у вас время. Давай я дополнительно карту возьму. Но говорит, что еще можно изменить. Если не только один человек это пытается сделать, а многие. У каждого должна быть цель, почему я живу, что я хочу рядом видеть. Возьмем еще карту для Эрика. Paikalseis. Это paikalseis на русском, это как ты стоишь на место. Это опять как совет, что тебе сейчас не стоит сделать никакое движение. Но мы об этом уже говорили, в принципе. Я хочу карту для Харри, принц Харри взять. Почему-то хочу вот эту. Союз. Нет. Это опять подтверждение, что у них союз хороший, и надо концентрировать на Меган. Возьмем еще карту на Меган. О, крыса. А крыса всегда говорит о... Это, понимаешь, вот у каждого почти домику, да, мышки или крышки живут. Но они живут так, что ты их даже не замечаешь. Это говорит о том, что рядом есть какие люди, которые могут на самом деле быть рядом с тобой, а так, что ты даже не заметишь, что они против тебя работают. И крыса еще говорит о болезни. Вот как мы смотрели, что там отец, там что-то могут случиться и с мамой, что она должна, мне кажется, не так много тоже сделать, а больше концентрировать на свое здоровье, и здоровье семью, и здоровье близкие. Можно ли это менять сейчас? Посмотрим. Да, говорит, можно, и это когда весна будет, самое время. Самое новое начало. И возьмем вам тоже совет. Если ты смотришь сейчас это до самого конца, эта карта тебе говорит, что у тебя очень хорошее время найти себе такой же союз, как у Меган и Харри. Если ты в этом веришь, и ты с самого начала думаешь, что они хорошая пара, у тебя в следующий год могут быть твой шанс. Удачи вам! Вот это был наш звездный час или полчаса. И увидимся уже в следующей неделе.